Привет, дорогой зритель! Если ты до сих пор не научился зарабатывать бабки на автомобилях, то оставайся и смотри до конца. Что я делаю? Я беру немножко денег, покупаю автомобиль, беру волшебную палочку и делаю еще немножко денег. А конкретно это видео пойдет о покрасочном пистолете. Почему я решил затронуть эту тему? Потому что мой пистолет стоит $300, а его копия, которую дал мне мой знакомый, стоила год назад $80. И вот сегодня я хочу проверить, насколько хорош этот пистолет, который стоит в 3-4 раза дешевле. А проверять мы будем этот пистолет на двух одинаковых крылышках BMW E39. Одно крыло красим моим пистолетом, одно красим китайской подделкой. А еще хотел обратиться к суперспециалистам. Ребята, я объясняю еще раз. Идеального качества на моем канале нету в принципе, потому что я за 10 лет занятия этим делом понял, что нет прямой зависимости между хорошим качеством и деньгами. Вы же от того и злитесь в этих комментариях, потому что вы влаживаете космический труд в свою работу, а выхлопа у вас нету. Все потому, что вы не смотрите мои видосы и не понимаете мой посыл и смысл, который я пытаюсь вам донести. Я вам рассказываю о том, что не стоит грызть землю и зарабатывать 3 копейки. Можно работать спокойно, можно делать нормально, не убого и получать за это хорошие бабки. Ну и после того, когда я отмыл новый пистолет, давайте визуально сравним оригинал и подделку. Визуально практически никаких разниц нет. А вот уже в мелких деталях, в игле разница есть. Обратите внимание, дюбка слева не оригинал, справа оригинал. Они абсолютно разные. И среднее седло у них тоже разное. Задняя часть абсолютно одинаковая. Башка Т-110. Правая, она с алюминиевой окантовкой, левая китайская металлическая. Внутренняя часть правой оригинальный, смотрите, у него не полностью круг, а вот такое типа дно. С левой стороны такого нету. Уплотнительная резинка с левой стороны китайская, она как пробка обычная, вот как будто вот с Пепси внутренняя часть пробки, какой-то дешевый материал. А с правой стороны оригинальная, нормальная резиновая. Давайте взвесим иглы. Оригинальная игла 9 грамм, китайская тоже 9 грамм. Теперь дюза 19 грамм оригинал, китайская 21. Видите? Разница в сплаве. Это может со временем сказаться на качество покраски. Теперь берем башку. Башка с алюминием оригинальная 49 грамм. И башка китайская металлическая 76.
Проливаем пол водичкой с мылом. Почему водичка с мылом? Потому что водичка испаряется, а мыло остается и таким образом сдерживает пыль на поверхности. Обезжириваем поверхность нефрасом С2, либо антисиликоном, либо на крайняк каким-то бензином. Но ни в коем случае не обезжиривать растворителями ни R12, ни 646, потому что может подорвать ваш грунт. Липкой салфеткой удаляем остатки пыли. Ворса от салфетки, как правило, от моих салфеток ворса практически нет вообще. Далее я беру грунт Spectral, это эпоксидный грунт, и наношу его там, где я дошпаклевывался после грунтования. Какие-то протиры, мелкие нюансы. В один слой, больше не надо. И перед покраской перетирать его тоже не надо. Базу буду использовать черную. Объем где-то в районе 200 грамм на каждое крыло. На манометре выставляем 2 атмосферы. Напоминаю, давление выставляется на спущенном курке. Открываем подачу материала 2 оборота. Факел открыт на полную. И так как мы сегодня тестируем не DeWilbis, а в данный момент я это крыло крашу DeWilbis, единственное, что я могу сказать, это что первый слой я наношу с 90% укрыванием материала. И так как манометр у меня один, я его снимаю с DeWilbis и ставлю на китайскую копию. Давление также выставляем на спущенном курке 2 атмосферы. Подачу материала ставим 2 оборота. Факел открыт на полную. И первое, что я замечаю, что факел у этого пистолета процентов на 30 меньше, чем у моего. А это ой какой минус в копилочку китайского пистолета. Также я сразу замечаю, что мне не настолько комфортно красить, насколько комфортно красить своим пистолетом. И это, скорее всего, из-за того, что пружина разная. У меня, возможно, более мягче, а здесь она, скорее всего, более жесткая. И нажатие на курок более дубовое. И еще я обратил внимание на то, что выставленное мной давление в 2 атмосферы и близко не было похоже на 2 атмосферы, как в моем пистолете. Позже мне пришлось выставить на 2,3, 2,4 атмосферы, чтобы было более-менее похоже на оригинал. Через 10 минут мы наносим второй слой, также с 90% укрыванием материала. Лака я смешиваю 500 грамм, 200 грамм на одно крыло, 200 грамм на второе крыло и 100 грамм на заднюю крышку, внутреннюю часть. И наносим первый слой лака. Первый слой лака я также стараюсь всегда наносить 90-100% укрываемость. Конкретно поэтому китайчонку, что я могу сказать? В принципе, все то же самое, как и по нанесении базы. Где-то минут через 10-15 мы наносим второй слой лака.
также 90-100% укрываемость материала. Итак, ребят, ну что я могу сказать по этому пистолету? В принципе, пистолет нормальный. За свои деньги, если он сейчас на данный момент будет стоить долларов 60, то я считаю, что это отличный пистолет. Да, конечно, это не мой DeWilbys. Да, конечно, стоит он в 3,5 раза дешевле. Но я вам скажу одно, что он не в 3,5 раза хуже. Он хуже процентов может на 40-50. Черный цвет — это не тот цвет, на котором можно сделать хороший тест. Да, по лаку он глянец разложил нормально, но по базе на 100% непонятно. И когда факел у вас меньше, а у этого китайчонка факел был гораздо меньше, чем на моем DeWilbys, то гораздо сложнее красить. Гораздо проще допустить подтеки. Ну и можно наполосить и там делов наделать. Ссылку я оставлю. Если он будет стоить долларов 50-60, то мне кажется, это просто идеальный вариант. На этом, ребята, все. Всем здоровья, хорошего настроения и хороших ремонтов. Всем пока.